В сердце Конго, среди густых джунглей, группа местных жителей утверждает, что на протяжении последних десятилетий видит животное, которое должно было вымереть миллионы лет назад. Их рассказы о больших рептилиях, длиннее 12 футов, с шеей, напоминающей броненосца, и хвостом, способным ломать деревья, привлекли внимание ученых и искателей приключений. Эти свидетельства, казалось бы, находились на грани фантастики, но история племени Мбунду добавила загадочности. В начале 2020 года в международных новостях появились сообщения о необычных звуках, доносящихся из джунглей. Местные охотники, заблудившись в чаще, слышали рев, похожий на крики динозавров из фильмов. Их описания совпадали с легендами, которые племя Мбунду передавало из поколения в поколение. Они говорили о существе, обитающем на берегах реки Лумумба, которое они называли Мокелембедеме, что в переводе означает «тот, кто останавливает реки». Эти указания привлекли внимание исследователей. Команда, состоящая из биологов, зоологов и антропологов, отправилась в Конго, вооруженная современными технологиями для исследования и поиска доказательств существования этого существа. По мере приближения к джунглям их ожидания росли, но также возрастала и тревога. Местные жители предостерегали: джунгли хранят свои секреты. Первое, что исследователи заметили, это странные следы на берегах реки. Размеры отпечатков превышали все известные виды животных, обитающих в этом регионе. Их внимательно изучали, и каждый шаг оставлял за собой вопросы, на которые не было ответов. Ученые вспомнили о находках, сделанных в других частях Африки, где также были замечены странные примеры фауны. Вскоре после этого команда встретила старейшину племени Мбунду, который рассказал о своих собственных встречах с Мокелембедеме. Его глаза светились, когда он описывал, как однажды в детстве увидел, как существо пило воду из реки. Он говорил о его мощных лапах и длинной шее, которая позволяла ему дотянуться до верхушек деревьев. Ученые записали каждый его рассказ, надеясь, что это поможет раскрыть тайну. Слухи о существе разлетелись по всему миру, привлекая внимание не только исследователей, но и искателей сенсаций. Стремление найти последнего динозавра стало настоящим испытанием. Обществу не хватало доказательств, но каждый новый рассказ только подогревал интерес. Множество фотографий и видеозаписей с неясными силуэтами начали появляться в интернете, добавляя масла в огонь. Когда команда продолжила свои исследования, они столкнулись с непредсказуемыми трудностями джунглей. Непроходимые заросли и опасные животные ставили под угрозу их миссию. Тем не менее, каждый новый день приносил надежду на обнаружение чего-то невероятного. Каждый шаг приближал их к разгадке великой тайны, о которой человечество могло только мечтать. С каждым моментом они ощущали, что находятся на пороге открытия, способного изменить восприятие истории о динозаврах. На следующее утро группа решила углубиться в джунгли. Ученые вооружились GPS-устройствами, камерами и записывающими устройствами, готовыми зафиксировать любую деталь. Путь стал сложнее, и каждая секунда забирала силы. Густая растительность преграждала доступ, а странные звуки, доносящиеся из глубины леса, заставляли сердце учащенно биться. Во время одного из привалов исследователи решили провести краткий анализ следов, найденных на берегу реки. Сравнив их с известными образцами, они пришли к выводу, что отпечатки не походили ни на одно известное животное. Размеры и форма указывали на нечто неземное и ужасающее. В этот момент один из биологов, доктор Иванов, заметил, что следы ведут глубже в джунгли, к более болотистой местности. Размышляя о том, что может скрываться за пределами видимости, команда организовала экспедицию в сторону следов. На пути они наткнулись на редкие виды растений и животных, которые, казалось, были неотъемлемой частью экосистемы. Один из исследователей, антрополог Анна, отметила, что такие виды не попадались им ранее, что только усилило ощущение, что они приближаются к чему-то необычному. После нескольких часов пути группа остановилась на небольшом холме для отдыха. В этот момент один из местных проводников по имени Мариус начал рассказывать легенды своего народа. Он говорил о древних предках, которые передавали истории о Мокелембедеме и его могуществе. По его словам, это существо охраняло джунгли и воздействовало на климат, позволяя жизни процветать. Мариус сообщил, что его племя считало, что если кто-то попытается поймать Мокелембедеме, этот человек будет проклят. Разговор вскоре прервал свист ветра, и воздух наполнился странным напряжением. Внезапно один из охотников, находившийся в группе, заметил движение в кустах. Все замерли, и внимание переключилось на источник звука. Сердца забились быстрее, когда из-за зеленой преграды показалась массивная тень.
Команда замерла в ожидании, но вскоре тень исчезла, оставив лишь шорох и легкий запах влаги. После этого инцидента в группе возникли споры. Некоторые хотели продолжить поиски, другие, напротив, заявили, что нужно вернуться. Мариус настоятельно советовал прекратить дальнейшие исследования, настаивая на том, что джунгли должны оставаться нетронутыми. Однако доктор Иванов, загоревшийся идеей открытия, предложил оставить часть группы для охраны лагеря, а остальным продолжить движение. Так команда разделилась. Оставшиеся начали устанавливать лагерь, а исследователи во главе с Ивановым и Анной двинулись вглубь джунглей. Если вам интересно, что скрывается за следующими кустами и пришло время раскрыть тайны джунглей, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите поддержать наши приключения и помочь открыть новые горизонты, ссылочка на донат в описании или QR-код на экране. Помните, даже динозавры не выжили бы без вашей помощи. С каждым шагом они ощущали, как вокруг них нарастает тайна. Каждый звук, каждая тень становились потенциальным знаком. Они понимали, что приближаются к разгадке, которая может изменить представление о мире. Неизвестность манила, и ни один из них не знал, что ждет впереди. Продвигаясь вглубь джунглей, группа ощущала, как окружающая природа меняется. Деревья становились выше, а лианы плотно обвивали стволы, создавая атмосферу, полную таинственности. Казалось, что каждый шаг прокладывает путь в неизведанное, и с каждым поворотом дороги они приближались к чему-то важному. Доктор Иванов, уверенный в своих подозрениях, не упускал из виду следы, которые теперь становились все более очевидными. Спустя несколько часов путешествия, когда солнце уже начинало скрываться за горизонтом, исследователи наткнулись на маленькую полянку, окруженную высокими деревьями. В центре поляны располагалась старая разрушенная скульптура, на которой были изображены непонятные образы, напоминающие древние рептилии. Ученые подошли поближе, и Анна заметила, что некоторые символы на камне были похожи на рисунки, которые она видела в учебниках о доисторических животных. Доктор Иванов стал тщательно изучать скульптуру, делая заметки в блокноте. Он понял, что это может быть свидетельством существования известных когда-то существ, которые вымерли в результате катастрофы. Но почему они были изображены здесь, в этой отдаленной части Африки? Этот вопрос терзал его ум. Вдруг один из проводников, Мариус, произнес: «Это место священно для нас. Здесь наши предки поклонялись духам природы». Он указал на вырезанные изображения, которые, казалось, оживали при каждом его слове. «Мокелем-бедеме» — это не просто животное, это символ, который охраняет наше племя и нашу землю. Ученые обменялись взглядами. Каждый из них осознавал, что находятся на грани открытия, которое может изменить историю. Они начали фотографировать скульптуру и записывать все детали. Анна заметила, что среди изображений были не только рептилии, но и другие загадочные существа, которые явно не были известны научному сообществу. Внезапно из-за деревьев раздался резкий звук, похожий на шаги. Группа замерла, напрягая уши. Звук приближался. Два охотника, оставшиеся в лагере, наладили связь с исследователями и начали передавать информацию о странных звуках, доносящихся из их стороны. Стало ясно, что джунгли не намерены оставлять их в покое. Доктор Иванов принял решение остаться на поляне до того, как выяснится источник звука. Он сказал группе, что следует изучить это место как можно подробнее, пока есть такая возможность. Ученые начали раскапывать землю рядом с скульптурой, надеясь найти что-то, что могло бы подтвердить их теории о прошлом. С каждым движением лопаты воздух становился более густым от напряжения. Неожиданно один из исследователей наткнулся на что-то твердое. Это оказалась кость, большая и массивная, явно не принадлежащая ни одному известному ныне виду. Она могла стать сенсацией, ведь подобные находки могли подтвердить существование существ, о которых давно забыли. Группа замерла, осознавая, что они стали свидетелями открытия, которое могло изменить их жизнь и понимание истории. Каждый из них понимал, что находились на грани чего-то великого, что могло раскрыть тайны, о которых человечество мечтало на протяжении веков. Но в то же время тень неопределенности продолжала преследовать их. Что еще они могли обнаружить в этих непроходимых джунглях? Когда группа вернулась в лагерь, их охватило чувство ожидания. Доктор Иванов и Анна обсудили находку кости, понимая, что это может быть ключом к разгадке. Однако нарастающее напряжение среди членов команды становилось все более ощутимым. Некоторые из них начали сомневаться в правильности своих действий, особенно когда вспоминали предостережение Мариуса о проклятии, которое могло обрушиться на них вследствие вмешательства в священные земли племенем Бунду. На следующий день Анна решила встретиться с Мариусом, чтобы узнать больше о легендах племени, которые могли помочь расшифровать их находки.
Она спросила его о Мокелембедеме и его значении в культуре. Мариус с сожалением ответил, что многие из старейшин племени уже не помнят всего, что связано с этим существом. Легенды передавались устно, и многие детали могли быть утеряны. Однако он рассказал, что Мокелембедеме был не просто рептилией, а защитником природы, который появлялся, когда экосистема находилась под угрозой. Анна была заинтригована, но не могла избавиться от ощущения, что исследования команды могут навредить этому хрупкому балансу. Она решила поделиться своими опасениями с доктором Ивановым, однако он был настроен упорно продолжать поиски. «Каждая находка, каждое свидетельство делает наш проект более значимым», — настаивал он. Но тревога Анны росла. Чем больше она узнавала о Мокелембедеме, тем яснее становилось, что их действия могут привести к катастрофе. Тем временем группа охотников, оставшихся в лагере, начала замечать странные проявления. Каждую ночь они слышали громкие звуки, похожие на рев древнего зверя, и иногда наблюдали неясные силуэты, движущиеся среди деревьев. Однажды один из охотников по имени Патрик вернулся в лагерь в состоянии паники, утверждая, что видел существо, похожее на Мокелембедеме. Это известие быстро распространилось среди команды и усилило страх. По мере нарастания напряженности Мариус собрал группу и предложил провести ритуал, чтобы успокоить духов джунглей. Он убеждал, что это поможет предотвратить проклятие, о котором говорили предки. Многие из ученых были скептически настроены, но некоторые все же согласились, понимая, что не могут игнорировать местные традиции. В ночь ритуала лагерь был украшен свечами и цветами. Мариус вел обряд, произнося молитвы на языке своего народа. Ученые, ощущая магию момента, начали сомневаться в своих научных убеждениях. Внезапно посреди ритуала раздался оглушительный рев из джунглей. Все замерли, чувствуя, как земля дрожит под ногами. Патрик, не в силах сдержать страх, вскрикнул и бросился в бегство в сторону леса. Мариус попытался остановить его, но было поздно. В этот момент исследователи поняли, что их время истекает. То, что они искали, уже не просто тайна. Это было нечто большее. Это была живопись, которую они пытались раскрыть, и теперь они стояли на пороге чего-то опасного. Каждый из них внутренне почувствовал, что их действия могут иметь последствия, которые они не смогут контролировать. В полночь, когда ритуал был прерван и паника охватила лагерь, доктор Иванов собрал группу. Он знал, что нельзя терять время. Патрик пропал, и в джунглях начинались опасные часы. Страх и неуверенность охватили всех, но Иванов был настроен решительно. Он собрал команду и распределил роли. Анна и Мариус должны были вести, остальная группа следовать за ними, а несколько человек остаться охранять лагерь и ожидать возвращения. В темноте джунглей звуки становились все более угрожающими. Листья шуршали, как будто их трогали невидимые руки, а вдалеке слышались необъяснимые звуки, похожие на воеводы древних существ. Группа продвигалась медленно, настороженно, используя фонарики, чтобы освещать путь. Каждый раз, когда из кустов доносился шорох, исследователи замирали, ожидая проявлений чего-то невероятного. После часа поисков они наткнулись на глубокий овраг. С противоположной стороны они увидели свет и услышали шум воды. Доктор Иванов предложил перейти, чтобы понять, не там ли мог скрываться Патрик. Но как только они начали спускаться, Мариус остановил их. «Здесь опасно. Легенды говорят, что овраг охраняется духами. Если мы туда пойдем, мы можем навредить себе». Иванов, пренебрегая предупреждениями, настоял на том, чтобы отыскать Патрика. Он считал, что они должны быть готовы к любым последствиям. Группа тщательно перебралась через овраг и вскоре оказалась на другой стороне. Звуки воды становились все громче. Когда они приблизились к источнику звука, перед ними открылся шокирующий вид — река, обрамленная гигантскими деревьями, в которых сверкали странные огни. Это были светлячки, но они светили не как обычные. Их мерцание создавало иллюзию танца, искажая реальность вокруг. На берегу реки стоял Патрик, его лицо было бледным, а глаза полны ужаса. Он указывал на нечто в воде, но его слова не были слышны. Анна побежала к нему, в то время как другие осторожно следовали за ней. Патрик, дрожащей рукой, показывал на большое темное тело, которое медленно поднималось на поверхность. Сердца исследователей забились чаще. То, что они увидели, казалось нереальным. Вода бурлила, и вскоре на поверхности появилась огромная голова с яркими глазами, способными ослепить любого, кто на них взглянет. Это было Мокелембедеме, живое, дышащее, существующее, но как им действовать дальше? Боялись ли они подойти ближе, или же стремились запечатлеть момент на камеру? Патрик все еще в панике закрыл глаза и бросился назад, но в этот момент Мокелембедеме резко вышла на берег и издавала оглушительный рев.
Все замерли на месте, осознавая, что их поиски и ссоры могут привести к катастрофе. Столкнувшись с реальностью, они поняли, что противостоят не просто мифу, а настоящему существу, которое может либо защитить их, либо уничтожить. Каждый из них понимал, что оказались в эпицентре чего-то немыслимого, и то, что они сделали, могло изменить их судьбу навсегда. Существо в воде продолжало медленно подходить к берегу. Группа замерла, наблюдая за огромной головой Мокелембедеме, покрытой чешуей. Анна, преодолевая страх, сделала шаг вперед, чтобы рассмотреть детали. В этот момент доктор Иванов схватил ее за руку и оттянул назад, осознав угрозу. Из кустов раздался шум. К ним присоединились два местных охотника — Кало и его спутник. Увидев Мокелембедеме, Кало закричал: «Уходите! Оно не простит вмешательства!» Его голос был полон тревоги. Патрик, находясь в состоянии шока, отскочил назад, не веря своим глазам. Кало и его спутник бросились к группе, отталкивая их назад. «Вы не понимаете, что делаете?» «Мы должны уйти, пока не поздно!» — крикнул Кало, его лицо искажали страх и тревога. Команда поняла, что их присутствие может привести к катастрофе. Мокелембедеме, казалось, ощутила напряжение. Оно издавало низкий гудящий звук, который заставлял землю дрожать. Доктор Иванов, подавив страх, обратился к Кало. «Мы не хотели навредить, мы всего лишь исследуем. Ваши легенды о Мокелембедеме могут помочь нам понять мир». Кало с недоверием посмотрел на ученых. «Это не просто существо, оно — дух джунглей. Если вы навредите ему, вы навредите всем нам». Анна попыталась объяснить: «Мы хотим узнать правду. Мы не причиняем вреда». Мокелембедеме, похоже, почувствовало угрозу. Его огромные лапы медленно вышли из воды, и оно начало подниматься на берег. Иванов сказал: «Мы должны сделать шаг назад. Если мы его не тронем, возможно, оно не нападет». Группа начала медленно отступать, но паника охватила их. Кало закричал: «Не убегайте! Если убегаете, оно воспримет это как угрозу». Все замерли, осознавая, что их движения могут спровоцировать нежелательную реакцию. Мокелембедеме остановилась, оценивая ситуацию. Анна, почувствовав необходимость установить контакт, медленно подняла руки, чтобы продемонстрировать свою безвредность. Существо приостановило движение, время словно остановилось. Возможность установить связь зависела от дальнейших действий группы. Мокелембедеме продолжала неподвижно стоять на берегу, его громадная голова была наклонена к группе, а глаза искали признаки угрозы. Анна, медленно наклонившись, положила руку на землю, стараясь показать, что не представляет опасности. В этот момент появилось ощущение, что все вокруг замерло, а звуки джунглей стихли. Каждый участник группы замер в ожидании реакции существа. Неожиданно Мокелембедеме громко зашумело, подняв свою голову и расправив лапы. В этот момент за спиной группы раздался треск. Все обернулись и увидели, как Патрик вернулся в лагерь, его лицо было охвачено паникой. «Оно идет за мной!» — закричал он и, не дождавшись вопросов, бросился обратно в джунгли. Доктор Иванов резко поднял голос. «Патрик, стой!» Но было слишком поздно. Патрик уже исчез в густых зарослях. Мокелембедеме, услышав шум, вновь привлекло внимание к себе, выставив на берег свои массивные лапы и издавая глубокие гудящие звуки. Группа почувствовала, что они находятся на грани катастрофы. Кало, видя, что ситуация накаляется, снова закричал: «Надо уходить! Оно не оставит нас в покое, если мы не уйдем сейчас». Доктор Иванов пытался сохранить спокойствие. «Нет, мы не можем просто так уйти. Мы должны запечатлеть это событие, документировать его», произнес он, не отрывая взгляда от Мокелембедеме. Анна, чувствуя контроль ситуации, предложила: «Может быть, нам стоит попробовать привлечь его внимание чем-то ярким? Мы можем использовать наши вещи, чтобы создать свет». Группа согласилась с этой идеей. Они начали раскладывать фонарики и включать их, создавая цветные световые эффекты вокруг себя. Мокелембедеме замерло, на мгновение отвлекаясь на мерцание света. Его внимание, похоже, было привлечено. Доктор Иванов схватил камеру и начал снимать, фиксируя каждое движение. «Это может стать нашей единственной возможностью запечатлеть доказательства существования Мокелембедеме», — воскликнул он с волнением. Однако, когда они продолжили манипулировать огнями, Мокелембедеме, внезапно почувствовав угрозу, опять сделала шаг вперед. Кало, поняв, что это может привести к опасным последствиям, закричал: «Перестаньте!». Это лишь усилит его агрессию, но его голос утонул в общем волнении. Пока группа пыталась сохранить спокойствие, Анна заметила, что глубоко в джунглях раздавались короткие крики. Это были звуки других охотников племенем Бунду, которые, похоже, пришли на помощь. Они приближались к источнику света, и вскоре на поляне появились несколько местных жителей с луками и стрелами.
Команда оказалась между двумя силами – Мокелем-Бедеме, которое могло воспринять их действия как угрозу, и местными жителями, которые были готовы защищать свои земли. Неопределенность ситуации достигла пика. Каждый понимал, что дальнейшие действия могут изменить не только их судьбы, но и судьбы всего племени. Вопрос о том, смогут ли они сохранить мир и запечатлеть свое открытие, стал более актуальным, чем когда-либо. В напряженной атмосфере поляны все происходило быстро. Мокелем-Бедеме продолжала смотреть на группу, в то время как местные охотники стали более настороженными. Ситуация накалялась. Доктор Иванов, осознавая, что время на исходе, попытался привлечь внимание к местным жителям. Он поднял руки, показывая, что не собирается угрожать ни племени, ни существу. Кало, стоя впереди своих сородичей, подал сигнал, чтобы они не спешили с действиями. «Оно не хочет зла, но и мы не должны быть здесь, если не готовы к последствиям», произнес он, обращаясь к доктору. В этот момент между охотниками и исследователями возникла напряженность, которая могла перерасти в конфликт в любой момент. Неожиданно Мокелем-Бедеме выпустила громкий рев, который отразился от деревьев, как будто призывая всю природу вокруг. Этот звук был настолько мощным, что заставил землю дрожать. В ответ на это один из охотников, заметив движение в кустах, закричал: «Убирайтесь! Оно зовет своих сородичей!» В этот момент в густых зарослях раздался гул, и на поляне появилось еще одно существо. Это был другой Мокелем-Бедеме, но меньших размеров, и оно выглядело более дружелюбно. Группа стояла в полном замешательстве, наблюдая за тем, как два существа начали взаимодействовать. Они не просто соприкасались, но и обменивались звуками, которые вызывали трепет у всех присутствующих. Доктор Иванов, не веря своим глазам, схватил камеру и попытался запечатлеть это мгновение. Местные охотники, находясь в замешательстве, начали переговариваться друг с другом. «Это не просто легенды», — произнес Кало, его голос дрожал от волнения. «Это действительно духи джунглей, и они не могут оставаться в одиночестве». Все понимали, что перед ними разыгрывается нечто большее, чем просто встреча с мифическим существом. Доктор Иванов, осознавая значимость момента, обратился к Кало. «Мы можем работать вместе. Наши исследования могут помочь защитить их и вашу культуру». Внимание местных жителей переключилось на него, и они начали понимать, что его намерения были благими. Далеко в джунглях прозвучал еще один рев, и на этот раз уже несколько существ вышли на берег. Вскоре на поляне собралось целое семейство Мокелем-Бедеме. Их величественные формы и грациозные движения создавали впечатление, что они просто наблюдают за людьми. Каждый шаг, который они делали, становился все более уверенным, и, казалось, они оценивали не только людей, но и их намерения. Доктор Иванов, осознавая, что это может стать поворотным моментом в их исследовании, начал делать записи в блокноте. Это может доказать, что Мокелем-Бедеме не только выжила, но и является частью живой экосистемы, которая должна быть защищена, произнес он, осматривая всех вокруг. Местные жители, наконец, начали доверять ученым. Они понимали, что настоящая угроза для джунглей может исходить не от Мокелем-Бедеме, а от людей, которые не понимают природу и не ценят ее. В этот момент они объединялись в стремлении защитить свой дом, и единственным способом было сотрудничество с исследователями. Это открытие, это осознание могло стать началом новой эры, где легенды и наука объединялись в стремлении сохранить природу и ее тайны. Каждое существо на поляне, каждое движение могло стать основой нового понимания, нового будущего. Неведомое вырисовывалось в ясные контуры, и теперь они были готовы к следующему шагу в этом захватывающем путешествии. Семейство Мокелем-Бедеме, собравшееся на поляне, привлекало внимание группы. Доктор Иванов заметил, что их поведение стало более спокойным, когда они поняли, что люди не представляют для них угрозы. Он активно снимал их на камеру, фиксируя каждую деталь. Существа выглядели величественно, и каждый их шаг был полон грации. Это было не просто встреча с легендой, это было свидетельство о том, что история, которую они знали, могла быть гораздо сложнее. Анна наблюдала, как местные жители начали взаимодействовать с Мокелем-Бедеме. Кало и другие охотники, видя, что существа не боятся, начали тихо подходить. Один из охотников протянул руку с ярким плодом, который, по его словам, был священным для племени. Мокелем-Бедеме, заметив жест, осторожно приблизилась, и все вокруг замерли, наблюдая за моментом. Когда существо коснулось плода, на его лице отразился интерес. Это взаимодействие стало символом доверия между племенем Мбунду и исследователями. Доктор Иванов обратился к Кало. Это может быть началом чего-то значительного.
Мы можем изучить эти существа и их роль в экосистеме, что поможет сохранить их. Кало кивнул, понимая важность их усилий. «Если вы будете работать с нами, мы можем вместе защитить джунгли и их обитателей», произнес он, его голос был полон решимости. Вскоре Мокелем-Бедеме вновь издали рев, который отразился в глубине джунглей. Доктор Иванов заметил, что другие существа начали выходить из-за деревьев, присоединяясь к присутствующим. Это стало доказательством того, что Мокелем-Бедеме не только сохранилась, но и, возможно, образует целую популяцию, живущую в этой части Африки. Анна заметила, что одно из новоприбывших существ выглядело моложе остальных. Это могло указывать на успешное размножение вида. «Мы можем стать свидетелями возрождения популяции, которая считалась вымершей», воскликнула она, быстро записывая свои наблюдения. Доктор Иванов предложил провести более углубленное исследование поведения Мокелем-Бедеме. Если мы сможем задокументировать их привычки и взаимодействие с природой, это даст нам возможность понять их роль в экосистеме, произнес он, полон энтузиазма. Группа начала разрабатывать план исследования, который включал наблюдение за поведением существ, их питанием и взаимодействием с окружающей средой. Местные жители делились своими знаниями о джунглях и их обитателях, что стало ценным дополнением к научной работе. Каждое новое открытие приближало их к пониманию экосистемы. Глядя на Мокелем-Бедеме, Анна и Иванов осознавали, что их задача не ограничивается лишь исследованием. Они стали хранителями знаний и надежды на будущее, где наука и традиции могут сосуществовать. Каждый шаг вперед углублял их связь с джунглями и их тайнами, и они готовились к следующему этапу своего путешествия. Группа продолжала наблюдение за Мокелем-Бедеме, фиксируя каждое взаимодействие, чтобы составить картину их поведения и образа жизни. Доктор Иванов и Анна работали в тесном сотрудничестве с местными жителями, создавая проект по сохранению экосистемы и изучению этих существ. Каждый день они приближались к пониманию не только Мокелем-Бедеме, но и окружающей природы. Несмотря на усилия, загадка оставалась. Неизвестно, сколько таких существ скрывается в джунглях. Во время одной из экспедиций доктор Иванов заметил уникальные отметины на шее Мокелем-Бедеме, которые могли рассказать историю о его жизни. Он понял, что они находятся на грани открытия, которое могло изменить представление о динозаврах. Однако местные жители, ставшие надежными союзниками, напомнили о важности культуры и традиций. Кало выразил опасение, что слишком близкое исследование может повредить связям между человеком и природой. «Эти существа — наши братья и сестры. Мы должны быть осторожны», — произнес он. Его слова напомнили команде о возможных последствиях вмешательства в природу. Однажды на закате, когда группа наблюдала за Мокелем-Бедеме, из глубины джунглей донесся рев, который заставил всех замереть. Это был рев другой особи, явно более крупного размера. Доктор Иванов предложил остаться на месте, понимая, что их наблюдение может стать судьбоносным. Однако племя Мбунду, ощущая тревогу, настоятельно рекомендовало уйти. Команда приняла решение, основанное на уважении к культуре и связи с местными жителями. Вместо того, чтобы продолжать исследования, они сосредоточились на защите Мокелем-Бедеме и его среды обитания, работая с племенем Мбунду для создания заповедника. Наблюдая, как Мокелем-Бедеме исчезает в джунглях, команда поняла, что загадка не должна быть решена на их условиях. Это были не просто мифические существа, а живые организмы, которые существовали в гармонии с природой. Ну что, пока мы охотимся за тайнами джунглей и обсуждаем Мокелем-Бедеме, не забудьте подписаться на наш канал, вдруг ваши друзья тоже хотят узнать, кто тут настоящий гигант. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас через донат, ссылка в описании и QR-код на экране. Давайте вместе сохраним эти удивительные истории. Их история заслуживала того, чтобы оставаться тайной. Проект по сохранению экосистемы стал успешным, и вскоре к команде присоединились другие исследователи, желающие узнать больше о джунглях Конго. Команда собрала данные, но вместо того, чтобы делиться открытиями с миром, они решили оставить некоторые вещи в тайне, как дань уважения к культуре и природе. В конечном итоге каждое существо, каждое древо и каждая река в джунглях сохранили свои секреты. Загадка Мокелем-Бедеме осталась неразгаданной, но теперь она была частью жизни, которую команда научилась ценить. Это путешествие научило их важности баланса между исследованием и уважением к природе. В этом осознании заключалась истинная сила их открытия.